don't need recognition. I'm on a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. Команда Героик эту карту Трейн не играет. Они сыграли 2 трейна всего против Vitality и Авангард. Вот. Насколько я понял по анализу, то они Dust 2 и Трейн, эти 2 карты, они играют как 6-ю и 7-ю, и они выбирают по сопернику, какую карту лучше убрать, либо Dust, либо Трейн. То есть с кем-то они видят, что Трейн сильный, и у них шансов будет больше на Dust, они играют Dust, с кем-то они понимают, что будет шансов больше на Трейне, они выбирают Dust. Вот, поэтому мы сегодня пикнули Трейн, мы хоть и немного его тренировали, но мы знали, что мы его сможем у них выиграть, потому что мы в целом чувствуем эту карту хорошо за дефенс. И у нас был главный акцент был на то, что мы хорошо сыграем за дефенс. И мы знали, что мы наберем свои раунды за атаку. Вот, поэтому план был такой, что за атаку мы не переживаем. Если возьмем 4, 5, 6, 3, неважно, мы знаем, что она у нас пока еще не сильно отработана. И мы понимали, что надо включаться за дефенс, что мы, в принципе, и сделали, но в какой-то момент мы отдали глупейший обидный раунд, который, я считаю, на таком уровне команде отдавать непозволительно. Это была ситуация, по-моему, 5-2. И я думаю, эта ситуация почти все решила. Любую ситуацию 5-3 нужно разбирать отдельно от другой. То есть это все разные карты, разные ситуации, разные тайминги. Нужно брать и отдельно ее разбирать. Если брать ситуацию на трейне, то, ну да, это, скорее всего, сказалась дисциплина и какая-то легкая недооценка соперника. Потому что мы начали уверенно за атаку, закончили плохо. Начали уверенно за дефенс и почувствовали, что мы доминируем. И когда мы чувствуем доминацию, у нас происходит какое-то вот перевозбуждение, и мы начинаем делать какие-то сверхусилия в игре и играем сами против себя. То есть, по сути, даем сопернику шанс. Вот. Это, наверное, главная проблема, что мы доминацию, когда чувствуем, то мы, по сути, начинаем допускать ошибки. То есть играем менее аккуратно, более раскованно, да, смело и так далее. И мне кажется, это тоже как бы вещь, которая всплыла на этом турнире, в основном именно на этом. Пистолетные раунды были всегда, в принципе, сильные у Нави. Кстати говоря, последнее время мы не всегда берем пистик за атаку, но берем часто за дефенс. Вот. Но мы и за атаку раньше брали часто, поэтому я думаю, сбалансируем этот момент и продолжим эту доминацию пистолетную. Вот. Но в современном КСе как бы более важно, наверное, взять даже не пистолетный раунд, а раунд после пистолетного, когда команда имеет возможность сделать форс с очень даже эффективными девайсами. И эти раунды сейчас более важные, нужно учиться вот брать их. В принципе, у нас как бы изначально была такая идея играть до АВП, но мы и до смены состава тоже играли до АВП часто. Вообще команде дает это дополнительные возможности, наверное, в игре, потому что если даже не 2 игрока, а 3 могут брать АВП, это немного варьирует твою игру, и ты можешь где-то быть более гибким и угадывать, даже не угадывать больше, а подстраиваться под соперника. Вот. Поэтому 2 АВП это, конечно же, очень удобно и очень правильно, но не всегда есть деньги на эти 2 АВП. Поэтому мы будем выстраивать дефенс от 2 АВП на многих картах, но когда у нас будет хорошая экономика. Конкретно, если брать трейн, то у нас просто есть несколько моделей дефенса, при которых мы хотим определенным образом работать с картой. То есть под каждого соперника мы выстраиваем определенный план на игру, и для этого нам нужны разные модели игры за дефенс. И в какой-то ситуации нам нужно, чтобы мы использовали сильные стороны Кирилла, в какой-то ситуации сильные стороны Ладика или Дениса на А. Вот, поэтому то, что Кирилл играл в зелени или в верхнизе, это скорее больше для нас плюс, потому что мы можем быть более гибкими в плане подстройки под соперника. У нас на данный момент на нюке такой период развития, скажем так, что нам нужно просто потренироваться еще немного на карте нюк и в то же время сыграть немного официалок, чтобы мы могли наиграть на официальных матчах, потому что на официальных матчах ты чувствуешь немного другое давление и ты принимаешь немного другие решения. Вот. Но в принципе соперник играет по-другому, поэтому мы не можем до конца прочувствовать наш дефенс
пока не сыграем максимум этих официальных матчей, чтобы понять, где у нас какие неточности в дефенсе. Если брать конкретно игру против G2 и против Героик, то Героик просто играют в разы лучше, чем G2 на карте Nuke. Вот, я удивлюсь, если они встретятся и команда G2 выиграет. То есть нельзя сказать, что ошибки первой игры влияли на вторую. Те ошибки, которые были в первой игре, их во второй в принципе не было, потому что соперники играли по-разному. И во второй игре всплыли другие немного ошибки совсем. Поэтому ошибки мы, конечно, проанализировали, но с G2 было играть немного проще. Там нам просто много не везло, и какой-то был, наверное, не наш день, не знаю. Там были такие обидные раунды, они настолько на тоненьком заканчивались. И интрига была до последней секунды, и они постоянно выходили и ставили бомбу очень поздно, на последних таймингах, и наши игроки постоянно паниковали, из-за этого не могли договориться. Но с командой Героик все было немного иначе, они чисто переиграли нас тактически. То есть я предполагал, что Нюк мы можем отдать и выиграть овер. Вот, то есть план был выиграть трейн, Нюк будем бороться, оверпас, скорее всего, выиграем. Но в итоге они оказались сильнее. В нужный момент они сделали правильные решения в игре, те, к которым мы были не готовы.